Азербайджан ставит условия Путину из-за удара российской ПВО по гражданскому самолету. В Германии заявляют об ударах по России, а в Швеции ищут дополнительные земли под кладбища на случай войны. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Алиев против Путина. В Баку раскритиковали Москву за попытку скрыть истинные причины крушения самолета. Какой привет передал президент Азербайджана в Кремль? Еще 3 авиаинцидента за сутки. Самая большая авиакатастрофа в истории страны. На этот раз идентификация тел возможна только по отпечаткам пальцев. В одной из стран НАТО готовятся к захоронению десятков тысяч граждан, а ученые тем временем занимаются вопросом создания комфортных условий для секса в космосе. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Очередная авиакатастрофа, на этот раз в Южной Корее. Боинг 737, который летел из Бангкока, разбился при посадке в городе Муан в 288 километрах от Сеула. Удар и взрыв был настолько сильными, что от самолета мало что осталось. Тела пассажиров и членов экипажа будут идентифицировать по отпечаткам пальцев. На борту находился 181 человек. Местные СМИ пишут, что в первые часы на месте катастрофы 2 человека были найдены живыми. Мировая пресса пишет, что причин падения может быть несколько. Одна из – это отказ механизма шасси Боинга, который мог выйти из строя после вероятного столкновения со стаей птиц. Кроме того, речь также идет и о неисправности одного из двигателей самолета. Из-за проблем с шасси загорелся во время аварийной посадки еще и самолет в Канаде. Он ударился крылом о взлетно-посадочную полосу. Никто из 73 человек, находившихся на борту, не пострадал. Еще один авиаинцидент произошел с самолетом уже нидерландской авиакомпании, который летел из Осло в Амстердам. Он также совершил экстренную посадку из-за отказа гидравлической системы и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Алиев критикует Путина и ставит условия. Президент Азербайджана сделал новое заявление о поведении руководства РФ, которое пыталось скрыть истинные причины авиакатастрофы самолета под Актау. Алиева удивляет, что Москва, вместо того, чтобы сразу признать страшную ошибку, что по самолету отработала российское ПВО, находившееся в Грозном, начала придумывать различные версии, в частности, о взрыве баллона или стаи птиц. Кроме того, Алиев заявил о требованиях Азербайджана к российской стороне. В чем они заключаются? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, она должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, а также российская сторона должна выплатить компенсацию азербайджанскому государству и пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Это наши условия. Одно из них уже было выполнено вчера. Алиев намекает, что Путин извинился. Теперь же время выполнять другие условия Баку. Накануне, напомню, в Азербайджан из Актау были отправлены тела 24 граждан страны, которые погибли в авиакатастрофе. Российские оккупанты пытаются приложить максимум усилий, чтобы выйти на окраины Покровска в Донецкой области. В Генштабе ВСУ говорят, что это направление сейчас одно из самых тяжелых, учитывая ситуацию на всей линии фронта. Известно о как минимум 50 штурмах в сутки. О тактике и планах РФ на востоке Украины и на других участках фронта в эксклюзивном интервью «Нехта» рассказал спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук. Так вот, что касается Курахова, город не находится полностью под контролем так называемых вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня промзона Кураховская ТЭС, она находится под контролем вооруженных сил Украины. Это тот бастион, который, я надеюсь, благодаря слаженным действиям наших сил обороны сможет максимально продержаться, нанося урон врагу. Действительно, появились и там определенные кадры от российской пропаганды, что ТЭС перешла под контроль россиян. Это абсолютно неправда. Диверсионно-разведывательные группы появляются. Они уже, как говорят, заскакивают на эту территорию. Это правда. Но пока речь не идет о том, что, скажем так, их усилия привели к какому-то результату. Надеюсь, что максимально, еще раз скажу, удастся Кураховской ТЭС продержаться.
Довольно важная, интересная ситуация складывается на направлении населенного пункта Дачное. Это один из тех ключевых районов обороны Курахова. Там враг проводит перегруппировку. Пока не удается ему не обойти с флангов этот населенный пункт. Германия не станет участником войны против России, если украинские войска начнут бомбить российские военные объекты, в том числе и бункеры на территории России, дальнобойными и высокоточными немецкими ракетами «Таурус». В этом уверен оппонент Шольца и кандидат на должность канцлера, немецкий политик Фридрих Мерц. Он напомнил, что США, Франция и Великобритания и передают дальнобойное оружие Киеву и дали разрешение на удары. При этом ничего в глобальном смысле это не изменило. Россия забыла о своих красных линиях. Мерц называет ракеты «Таурус» элементом, который поможет восстановить мир в Украине. К тому же кандидат в канцлеры Германии заявил, что сейчас Украина и Россия далеки от перемирия. А если оно будет достигнуто, то немецкие миротворческие силы могут быть отправлены в Украину для контроля. Но Мерц считает, что это возможно при согласии и определенных договоренностях с Россией. Если будет достигнут мирный договор в Украине, понадобятся гарантии для его обеспечения, то обсуждать это можно только при наличии безупречного международного правового мандата. Сейчас я такого мандата не вижу. Мое желание заключается в том, чтобы такой мандат был достигнут в консенсусе с Россией, а не в рамках конфликта. Проблемы с украинской линией обороны – одна из последних тем, о которой пишет немецкая пресса. Deutsche Welle сообщает, что некоторые украинские депутаты и военные указывают на недостатки фортификационных укреплений на основных участках фронта, где сейчас идет активное наступление россиян. В то же время в управлении инженерных войск командования сил поддержки ВСУ говорят, что на данный момент никаких вопиющих проблем нет и не было. Авторы публикации со ссылкой на представителей Верховной Рады пишут, что нынешние фортификации были сделаны без учета потребностей пехотинцев и изменений в наступательной тактике армии оккупантов. Какова же ситуация на самом деле? Этот вопрос мы также задали человеку, который находится непосредственно на позициях украинских военных, спикеру добровольческой армии «Юг». Качество работы уже тут вопрос к местной администрации. Насколько мне известно, по информации непосредственно от побратимов с той линии фронта, с этой локации, то действительно качественно подготовлена фортификация, качественно. Контроль был со стороны военных, очень жесткий в этом плане. И на сегодня мы говорим о том, что несколько линий укреплений, они действительно построены. Поэтому вполне вероятно, что, скажем так, некие народные депутаты, которые ничего не понимают в этом, пытаются на этой теме в том числе и хайпануть. Знаете, это как раз та ситуация, когда хорошо, что у нас воюют не социальные сети, а силы обороны. Я не говорю о том, что все идеально в плане фортификации или строительства укреплений по всей стране в том числе, но в любом случае для того есть и специалисты, которые могут указать на ошибки, если они существуют. Напомню, что накануне украинский премьер-министр Шмыгаль также говорил о подготовке к возможному наступлению россиян в Запорожской области и уверял, что в Запорожье фортификации построили на 100%, а на работы потратили практически 2 миллиарда гривен. Это около 50 миллионов долларов. В Швеции ищут дополнительные земли под кладбища на случай войны. Похоронное объединение одного из крупных шведских городов Гетеборга находится в поисках территории, на которой можно было бы в срочном порядке захоронить в гробах примерно 30 тысяч умерших. О стратегических планах Стокгольма пишет Associated Press. В материале уточняют, что поиск земельных участков связан с рекомендациями Национального секретариата Церкви Швеции, которые отражают руководящие принципы кризисной готовности от шведского агентства гражданской защиты и шведских вооруженных сил. Согласно положениям Церкви Швеции, похоронные объединения обязаны обеспечивать наличие достаточного количества земли для захоронения примерно 5% населения прихода в случае необходимости. В стране все же надеются, что войны и такого количества погибших не будет, однако от подготовки к самым мрачным сценариям не отказываются. Швеция придерживалась политики нейтралитета с начала XIX века, включая Вторую мировую войну.
Однако общественное мнение резко изменилось в 2022 году, после того, как Россия вторглась в Украину. Это привело к подаче заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО из-за обеспокоенности угрозой со стороны агрессивного российского соседа через Балтийское море. Действия Лукашенко не должны быть оставлены без внимания. Международному сообществу необходимо ужесточить санкции против режима самопровозглашенного главы государства. Резкое заявление о событиях в Беларуси сделал министр иностранных дел Литвы. Он считает, что Лукашенко не успокоился и продолжает не только усиливать репрессии на территории Беларуси, но и активно помогает Путину в войне против Украины. Кроме того, имеет партнерские отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем. В МИД Литвы считают, что мир должен решительно отреагировать на так называемые президентские выборы в Беларуси, которые состоятся уже в конце января 2025 года. Интересы национальной безопасности Литвы заключаются в демократическом и мирном соседстве с Беларусью. Поэтому 19-е правительство Литвы продолжает поддерживать демократические силы Беларуси. Мы позаботимся о том, чтобы белорусы, получившие временное убежище в Литве, чувствовали себя в безопасности и могли внести свой вклад в работу по демократизации своей страны. Секс в космосе – новый вектор исследования. Ученые размышляют над тем, как сделать безопасным и комфортным половой акт в условиях невесомости, находясь на космической станции. Изучаются варианты усовершенствования костюма на липучках для тесной связи с партнером, либо же вариант секса по принципу спаривания дельфинов. Это когда два дельфина пытаются зачать новую жизнь в условиях нейтральной плавучести, а третий дельфин поддерживает партнеров. Так могут помогать друг другу и люди. Об этом пишет Daily Mail. В материале уточняют, что в космосе уже побывало практически 700 человек, однако по данным НАСА никто из них не занимался там сексом. Но уже скоро все может измениться, так как полеты в космос становятся более доступными. Именно поэтому врачи, астронавты и эксперты по космической сексологии размышляют над тем, как создать правильные условия для таких развлечений на орбите. В публикации при этом говорится, что заняться сексом в космосе тяжелое дело из-за совокупности факторов, которые влияют на физиологические возможности человека. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.